Финальные договоренности. Киев пошел на уступки и согласился с предложением США. Новый звонок Трампа Путину. Что означает 30-дневное прекращение огня между Москвой и Киевом? Кто будет контролировать соблюдение режима тишины? Почему россияне вспоминают заявление Путина? Чего хотел Кремль и что дальше? Детали переговоров в Саудовской Аравии и заявления сторон. Когда закончится война? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Итак, Украина согласилась на условия США. Переговоры в Саудовской Аравии – главная тема всех мировых СМИ. После скандала в овальном кабинете и требований Трампа о том, что Зеленский должен показать, что хочет мира, это произошло. Делегации Украины и США встретились в Джиде. Переговоры длились практически 10 часов с одним небольшим перерывом. Итог уже оглашен. Америка предлагает на 30 дней полный режим прекращения огня. Ни Россия, ни Украина не запускают ни одной ракеты, ни одного дрона. На линии фронта наступает тишина. Киев готов пойти на такие условия. Согласие уже дано. Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи. Это тишина в небе, ракеты, бомбы, дальнобойные дроны и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия. Прежде всего, это освобождение пленных. Американская сторона понимает наши аргументы, воспринимает наши предложения. Я хочу поблагодарить президента Трампа за конструктивность разговора наших команд. И сегодня в разговоре было предложение американской стороны сделать первый шаг сразу дальше и на 30 дней попытаться установить полное прекращение огня. Не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта. Как только Украина сказала «да», Вашингтон моментально принял решение. Поставки оружия будут восстановлены, разведданные также начнут передавать ВСУ. Никаких табу, но теперь слово за Кремлем. Американцы должны передать детальную информацию о переговорах с украинской делегацией Москве. И, как сказал госсекретарь США Марко Рубио, теперь необходимо ждать реакции Путина. Давайте послушаем его заявление. Сегодня мы сделали предложение, которое украинцы приняли. Оно заключается в установлении прекращения огня и немедленном начале переговоров, чтобы положить конец этому конфликту таким образом, который будет долговечным и устойчивым, а также учитывать их интересы, их безопасность и их способность процветать как нация. Плюс теперь, надеемся, мы передадим это предложение россиянам. И мы надеемся, что они скажут «да». Что они скажут «да» миру. Теперь мяч на их стороне. Плюс, и я считаю, что сегодня Украина сделала в этом направлении конкретный шаг, и мы надеемся, что Россия ответит взаимностью. Лучший жест доброй воли, который могут сделать россияне, это сказать «да». Сказать «да» предложению украинцев прекратить стрельбу, прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров. Если они это сделают, это будет лучшим сигналом доброй воли, который мы могли бы увидеть. Они предприняли конкретные шаги и внесли конкретные предложения, приняв не только наше предложение о полном прекращении огня, детали которого изложены в нашем совместном заявлении, но и затронули содержательные вопросы о том, как эта война будет завершена раз и навсегда. В ближайшие дни я проведу переговоры со своим российским коллегой. Госсекретарь Рубио встретится с министрами иностранных дел G7 в ближайшие несколько дней. В четверг в Белом доме будет генеральный секретарь НАТО, и мы будем двигаться дальше в этом процессе. В результате этого позитивного шага вперед президент принял решение снять паузу в оказании помощи и в нашей поддержке безопасности Украины. И это вступает в силу немедленно. Заявление сделал уже и Трамп. Он фактически обратился к Путину на пресс-конференции. Ожидает, что решение Кремля, важно заметить, положительное решение Кремля и согласие на прекращение огня, как говорит Трамп, может сдвинуть процесс с мертвой точки. Теперь нам нужно обращаться к России. И надеюсь, президент Путин также согласится, и мы сможем сдвинуть этот процесс с мертвой точки. Мы сможем положить конец этой ужасной войне, в которой каждую неделю погибает 2000-3000 солдат, иногда 4000. Я получаю эти отчеты. И это не американские солдаты,
Это украинцы и россияне. Но помимо них погибают и мирные жители. Люди погибают в городах, поскольку взрывы сотрясают улицы. Мы хотим закончить эту войну. Я считаю, что это очень важное событие, и оно сильно отличается от того, что вы видели во время последнего визита в овальный кабинет. Это полное прекращение огня. Уже в ближайшие часы США как посредник вновь проведет встречи с украинцами и россиянами для дальнейших согласований позиций. Американский президент также заявил, что временное прекращение огня, на которое уже согласилась Украина, обеспечит 75% успеха в урегулировании войны. Американские партнеры будут разговаривать с российской стороной о возможности двигаться вперед. Если Россия действительно к этому готова, то это скоро станет ясно. И сегодня, после этой встречи, ключ, безусловно. Это даже прописано в совместном заявлении. Ключ сегодня находится на российской стороне. Тем временем всю ночь в российских пабликах активно вспоминали заявление Путина, которое он сделал 20 января на заседании Совета Безопасности. Тогда он намекал, что краткое перемирие его не устроит. Давайте послушаем. Мы также открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Трамп также говорит, что если Москву убедить не удастся, то тогда война продолжится и уже будет с новым размахом. Американский президент говорит о росте количества жертв. Опять же, если Россия откажется, Трамп пообещал продолжить поддержку Украины. Напомню, что в западной прессе активно обсуждалась возможная встреча посланника Трампа Стива Уиткофа с Путиным в Москве. В МИД РФ не исключали контактов с американцами. Отмечу, что после сообщения о таком прекращении огня в соцсетях также настоящие баталии. Люди спрашивают, кто будет контролировать соблюдение тишины. Пока же эти вопросы остаются без ответа. К тому же, вероятно, ответ на эти вопросы появится только после того, как Белый дом получит четкие ответы от двух сторон. В Европе уже поздравили украинскую и американскую делегации с продвижением и возобновлением контактов. А украинский министр иностранных дел Сибига, кстати, объяснил, что означает 30-дневное прекращение огня. Почему важно именно такое временное прекращение огня? Потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом. Это также шаг, демонстрирующий, кто действительно заинтересован в мире. Отмечу, что на данный момент на фронте все так же неспокойно. Каждая из сторон сообщает о непростом положении. Бои идут и на Покровском направлении в Донецкой области, и на Курском. Дроны и ракеты также запускаются. Друзья, итак, хочу услышать ваше мнение. Что думаете о переговорах, о предложениях, о решениях и как считаете, о чем будут говорить Путин и Трамп во время телефонной беседы, которую уже анонсировали в эту пятницу? Пишите в комментариях свои ответы. Спасибо. Больше новостей за неделю собраны в плейлист. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если хотите поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи.